Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы всей семьей отправились на очень одно важное дело. Сейчас вам все покажем и расскажем. Для начала нам нужно было преодолеть путь на такси в центр города, потому что мы живем больше на окраине. Первый пункт куда мы приехали, это был фотосалон. Очень интересное место. Нам нужно было сделать фото Богдана. Фотомодель готова, и мы делаем фотографию нашего малыша. Ты какой хороший. Стоп, 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 стоп. Держись. Раз, два, три. Руку вниз. Фото получилось очень здорово. Пока милая женщина-фотограф обрабатывала фотографию, мы осмотрелись вокруг. Фотосалон очень старый, видно, что уже не один десяток лет он работает. Очень интересные фотографии старые на стенах, очень интересные реквизиты, старинные вещи, фоторамки, какие-то бутылки. Все это придавало какой-то особой атмосферы этому месту. Также висели тканые такие панно ручной работы, тоже интересно выглядели. В общем, мы попали, можно сказать, в музей. Очень такое колоритное, интересное место. Также висели на стенах старые фотографии Тбилиси, еще когда ездили трамваи. Хороший какой. Щекастик. Щекастик. А теперь мы пойдем прогуляемся по центральной улице в Тбилиси. Это улица Руставели. Вот мы проходим мимо интересного кафе, библиотеки или книжного магазина. Я так и не поняла, как-нибудь туда сходим. Степа по пути обязательно фоткает всех животных, он же у нас фотограф. Что я заметила и что я люблю в Тбилиси, это буйную зелень. И меня это очень вдохновляет и радует. Я обожаю, когда очень зелено вокруг, глаз радуется. Конечно же, по пути мы встретили собак, и не одну, потому что если Стамбул — город кошек, то Тбилиси — город собак. А здесь находится метро Руставели. Красивые здания вокруг, центр города, он, конечно, отличается от окраины. Без собак никуда. А вот здесь находится знаменитая хинкальная. Говорят, что здесь самый вкусный хинкали. Но мы, правда, еще там не были. Пойдем дальше гулять по центральной улице. Очень много торговцев на улице продают какие-то интересные предметы декора, подарков, картины. Здесь место интересное, продают холсты ручной работы. Я здесь покупаю их, они стоят дешевле, чем в магазине. Но сегодня почему-то не было холстов. Я хотела показать вам и, может быть, прикупить парочку на будущее. Но зато мы прошлись и посмотрели на работы местных художников. Есть очень оригинальные работы. И вот такие ангелочки, это прям как фишка этого художника. Также были работы, выполненные на спилах. Это тоже очень близко нам. Как-нибудь расскажу, почему. Ну и вокруг мы просто смотрели, любовались архитектурой и красотами этого города. О, книги. А вот как у нас. Приключения Незнайки. Как у нас дома. Да, такая была. А вот таким образом продают книги на улицах Тбилиси. Просто развалы, где лежат книжки не новые, старые уже
книги, и мы нашли даже «Приключения Незнайки». Такая книжка есть у меня дома, там в России. Мы решили зайти в кофейню, выпить кофе, немножечко отдохнуть и продолжить дальше свой путь. Кофейня называется Кафеста. Очень интересные рисунки на стенах, мы на них сразу обратили внимание, и когда купили кофе, рассматривали их. Конечно же, просто кофе мне обошлось. Мальчики взяли для себя вкусняшки. Степа был очень рад, что он сможет перекусить что-нибудь сладенькое и вкусненькое. Он у нас большая сладкоежка, и сегодня у него круассан с шоколадом. Но у меня капучино. Ну что ж, продолжим нашу прогулку дальше. Прекрасный вечер. Мы идем по направлению к знаменитому велосипеду. Он такой громадненький, большой. Суть этого велосипеда, что у него 2 сиденья, 2 руля, и по факту на этом велосипеде ты далеко не уедешь. Но и также я читала, что его установили в знак здорового образа жизни по инициативе Саакашвили. Здорового образа жизни. Вот он такой огромный, что даже не могу его снять. Но самое классное, вот такой шикарный вид. Мы чуть-чуть свернули с улицы и, конечно, попали снова на красивую улицу. Прекрасные двери — это как отдельный вид искусства, мы всегда обращаем внимание на них. Вот такая улочка, она идет чуть-чуть дальше, чем центральная, она идет параллельно центральной улице. Здесь тоже очень красиво, колоритно и интересно. Просто свернули на другую улицу, и столько всего красивого и интересного. Смотри, какое дерево, и опять-таки сохраняют его. Не вырубили, отделали его, отделали, чтобы не промокала крыша. Такое красивое дерево. Это мы на кипарис, нет? Также очень много разных мастерских и магазинчиков с изделиями ручной работы, что тоже мне очень нравится, потому что это творчество. Творчество — это часть моей души. Ну и, конечно, вот такие милые веревки с бельем. Это все так как-то интересно и необычно, и ценно. Ну вот и все. Мы сделали важное дело, сфоткали нашего младшего мальчика на паспорт, погуляли, а сейчас уже вечер, и мы едем домой. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, будем общаться. Всем пока-пока.